Ничего, иди стрим снова. А хули я в чат писать не могу? Почему? Скрыть чат только. Серьезно? Да. А почему ты не можешь? Не может быть такого. Ну смотри. Что? Обнови. Модератора нет. Серьезно? Чё? Заблокировать пользователя, ну. Ведущий стандартный. А какой? Тоже, что и стандартный модератор, также управляющий уровень списком слов. Я этот ключик давно не видел. На самом деле это ебанутая история. Я на ютубе запускался последний, знаешь, когда, блядь? Я не помню. Everyone. Делаем вот так. Интересно, мне быстро бан въебет или нет? За что, ебать? Эй. 15 рублей. Counter-Strike Global Offensive, нахуй. Да-да, он самый. Это я у кого слышу, блядь? А. Я не пойму, думаю, у кого это нахуй. Так, а пока добро ёбну. Я там в Twitch добавил эту хуйню, блядь. Просто оповещение, бан. Это в Дискорде у тебя, блядь. Чё, ждем, получается тогда. Кто тыкает, блядь, на смайлики в чате, нахуй? Какие смайлики? А он в чате, блядь. Я тут знаю. А что это за хуйня? Что это за смайлики, блядь? Я хуй его знаю. Что за сердечки? Не смущайте. Я сейчас закончу. Или кончу.
Ну, посмотрим, как YouTube себя ведет в прямом эфире. Интересно даже. Вообще, мой канал YouTube должен, блядь, это как бы нормально так поднимать нахуй. С такой-то активностью, блядь. Чем? А где вебка? О, все, ВП выиграли, бля. О, вебочка. Что? Ждем клоудов, получается. Все, мы, получается, ждем клоудов, да. Только так. Семен Уласов, нахуй. Вот такой. Вот такой, бля. Вот такой вот. Вот такой вот. Ой, пидоры, бля. Давай еще хуесосы, бля, хачи, блядь. Бля, как я давно в трансляции этого не говорил, пиздец. Че ты ржешь? Да ничего. А что затяжка такая большая, блядь? Да хуй его знает. Ладно, похуй. Так, Семен, это наш Семен? Ну да. Семен, мне нужен соцкомментатор второй, короче. Или это ты будешь, Андрей? Не знаю. О. Надо тебя погромче сделать. Скажи что-то, Семен. Отлично. Трактор ёбаный, блядь. Ёбаный трактор в натуре. Бля, ждем, получается. Сейчас еще, наверное, пока они настроятся, да? Пока туда-сюда. Я крокодил, крокожу. Долбоёб. И буду крокодить, я крокодил. Блять, такой долбоёб. И буду крокодить, я крокодил, крокожу. И буду А чё озвучки нет? А чё озвучки-то не было? Не знаю. Я А, крокодил, крокожу. Озвучка недоступна, а почему? А может там озвучка от какой-то суммы просто? Плюс 5 рублей к сумме доната. А, понял, от 20. Сука! Блять. Бля, интересно, а я могу сюда чат вывести вместо этой хуйни? Чат. О, ништяк. Оп.
Можно вопрос? Да. Ты теги сам это все писал, блядь? Нет. Я не помню где. Я где-то, короче, их спиздил. А где, я не помню. Помнишь такое расширение? Ну, оно и сейчас есть на ютубе. Как она там? Такое, типа, расширение в браузере. Оно показывает и теги, и всю хуйню, короче. Как правильно название подобрать, типа, по ключевым словам. Ну, понял, да? Типа, вот эта хуйня. Вот. Оттуда, по-моему, я брал, если не ошибаюсь. Бля, врубить демку, наверное, нахуй. Сейчас задержка тут, блядь, секунд 30, минута, может. Какую демку? Ну, в Дискорде. А, ты имеешь в виду... Сейчас. А тебе как, общую, да, просто? Там звук включи на демке. Видно? Ну, слышно, да. Пока нахуй. Ой, бля. Сюш! Сюш! Сука. Ебать, процессор вообще не грузится, блядь. Да ему похуй, он не замечает вообще. О, ля-ля-ля, выходит ему. Ля, это кто? Это наши ребята, что ли? Это кто? Это кто? Эй, Это... Хобот. Хобот, бля. 4 минуты 40. Ебать, они так под музыку пиздато идут. Ой. А ты звук музыки слышишь? Да. А, ну все. Это что за черти, блядь? Хуй его знает. Всё.
Поделиться. В смысле поиск чатов? Как сделать это? Фу, бля, я обосрался нахуй. Чё? Уведомление в ТЕГИ, блядь. А. Там Cloud9 играет уже? Сейчас начнут. Пропуск выйдет, нет? Да, блядь, хороший вопрос. Хоть Нет, что-нибудь выйдет, блядь? Ты видел вообще бучу эту, которую подняли, блядь? Это пиздец. Я не видел. Да там забей, блядь, там ты чё? Где обнова, где чего? Они же реально ничего не делают вообще, абсолютно. Они говорили, что в январе, где-то в 10-х, 15-х они должны были выкатить уже пропуск. Правильно, нахуй надо. После праздников новогодних, типа. А ты их вообще не покупаешь же, блядь. Не, я куплю в этом году. Да ну нахуй. Да. Хоть один пропуск куплю, наконец-то, блядь. Охуеть, оповещение, сука, группы. Да ну нахуй. Это что за пиздюк, блядь? Не знаю. Ебать, он похудел. Пиздец. Сын у него, блядь. Это вообще он, блядь? Пиздец. О, бан-пики пошли. Бан Инферно, бан Вертига, пик Мираж, Анубис, Эншент. Вот это, блядь, новости, нахуй. Бля, когда последний раз я клаудов на Мираже видел? Таких. Бумбл. Бумбла. Короче, Мираж получается у нас. Анубис, Эншент. Красиво. Можно вот это вот спиздить, блядь? Что? За монитором, нахуй. А вот 5 килл. Я так понимаю, можно уже музыку тормозить, короче. Тормозим. Музыку. The Cloud9 roster will pick up the AWP at some point, Scrawny and Launders.
Nope, 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 not allowed, Sam. If electronic touches that op, I'm out of here. That's the line. All right, we saw that. Бля, иди поспи нахуй, реально. Вот иди приляг нахуй и поспи. 100%. One every 3 years, something like that. But never opting. It's not electronic. Ногу, так, вот так вот. Ты же, блядь, экстази, ёба. That's got Cloud9 favorites here, pretty tight match, and I find that a little surprising considering that, you know, Heroic are a newly formed team, and Cloud9, you know, do people really kind of discount them at the moment? Cloud9 have 4 operas. What's there to doubt? What the hell are you guys up to? I think there is some respect to be given to Kixan. I think there's some respect to be given just like the Стримишь organization здесь? as a whole for what they've been able to put together. Нахуй он масло подсолнечное пьет, блядь. Долбоёб. Может, он дровосек? А это, Бензопила, блядь. тампон бабский нахуй в руках сжимает, долбоёб, использованный. Ну шо, let's go, блядь, получается, нахуй. Identity. Просто And they came back with охуенно. something different. And it's so- actually cool. I mean, I like Saw. 5 человек на трансляции, обалдеть. Мне похуй. What I saw Понял. the RMRs had me turning my head. Really. Ну чё, ребят, как? Пистолетка нам или нет? Brother, give me a little more Nikados, Ща посмотрим. Шуш! У нас на апсах. Так, выход пода, блядь. Ебать, они легко зашли на самом деле. Keep your eyes open on that. If you haven't seen Nikados in a server for a little while, you may be surprised with Because he was just on Fnatic. how good he is. But we've got a bomb down. We've got Меня 10 бухать players up, зовут. and we've got Cloud9 grouping up inside of the CT spawn, looking for the retake. So here comes Ой-ой-ой. Nikados. Speak of the Ой-ой-ой. devil. 4 players pressing into him. That grenade is Ой-ой-ой. immense. TSS. Что 3 происходит, frags блядь? off the Glock. We've got Axile trying to press up over the top of the stairs. Ой, толстый. Tough job. Пистолетка хероиком уходит. Блин, а я думал, пистолетка заберут, правда, на самом деле. Аксель сидит, играет, пузо на стол положил, чисто. He was talking about how it wasn't really a role he wanted to do, but he was willing to do. And I never liked a non-willing IGL. I think it's just a bad omen. They didn't have an IGL. They didn't have another choice. Yeah, they didn't have a choice. But he said that he was like, no matter what, if he did it, he would learn something. So he said there, like, while in the interim, I'll do it because there is no IGL, but he didn't have any plan to continue. А где ты стримишь? To continue calling. А тебе все расскажи. На ютубе? Да. Before the event started. Я решил на ютубе What's включить. going on right now? I asked Nikados, is this the best team you've ever played on? He said yes. Really? Это It's a серьезно. bit of a joke. I mean, he did play on Copenhagen Copenhagen Flames, which was a legendary lineup, honestly. Yes. There's more to prove, but if you go player for player right now, and like, but maybe say before Copenhagen Flames were known, I mean, you do have some brand value right now. You have nerds Full coming in, эко you have делают Saw ребята. as the Ну и IGL, правильно, в you have принципе. Kixen, who did a bang-up job with Apex at the Paris Major to make that run, and Shush and TSS are. Шо, Андрей, как думаете, какой счет? To start a new lineup if you're На coming первой into карте. it. No doubt. There is actually nothing 11-12. bad about this team on paper right now. It's just worse than it was Спасибо, before. Евгений, что вы ворвались в нашу трансляцию. All the heroic runs, Apex at the Paris Major, the one real event Kixan got a chance to thrive at. Nerds with Ents lifted a trophy last year, Rookie of the Year. Так, на Хероике контактом под Б у нас врываются потихонечку. That's his success story. It's been a little while since then. Клауда просто на А как камни стоят просто. Ждут. Сейчас Нерц нарвется. His interview with HLTV that came out today, he was saying that when Saw was the first person to contact him from Heroic, he knew instantly, I'm in. Yeah, that's good taste, right? That's good taste by Saw. And, Вот как бы ты поступил, Евгений? Пошел бы сейвить юсп или пошел бы выбивать девайсы? Конечно, выбивать его. Ну, 2-0. Надо первый бай посмотреть от Клаудов за защиту. Юсп воевать. Что бы ты? Не дал бы юсп засейвить. Не дал бы юсп засейвить? А что это такое вот это вот? Можете мне объяснить это? Что это? Нажми, блядь. Нажал. Ой. Ебать, я нажал нахуй. А почему так? А? Вы были забанены в Стиме. Классно. Эта игра теперь вам недоступна. Классно. Гостплей. А сегодня мы разберемся. You know, people can make fun of the Cloud9 project. It is still weird.
It's a little weird. Just gonna call it. It's. Ты чё, колдун? Ты чё, бомбу активируешь? Ёбаный рот. Сам такой. Чё это такое, блядь? Спасибо. Что происходит? Мне просто нужен был чат. О. Вот. Лучше не трогать, короче, эту штуку, я понял. Так, ну что, первый раунд. Поехали. Смотрим, любуемся. Ой-ой-ой, брат Татарин, куда ты побежал, родной? They're gonna try some new things with the op. Yeah, which means, I mean, the only people who haven't touched it are Electronic and Axile. Yeah, which maybe... And I'm telling you, if Electronic picks it up, you're casting this alone. Connor might walk away. Ебать, он его ник нахуй прочитал, блядь. I'm gonna sit down and watch that. Азиз, ты ты Андрюхи спрашивал, почему у трансформеров нет женщин? Я при нем прочитал эту шутку. Да? I don't think anyone would stop you the first time. But I probably wouldn't come back tomorrow, would I? At your own risk. They wouldn't let me back. You did, they probably locked Так, перфекто, контакт. Нужно было убивать здесь, не пошло, не поехало, не полетело. Ну, геройки пода у нас потихонечку выходят. Приятно, флешку Бумыч ловит. Минус Бумыч. Перфекто в размене, двоих. Жестко. Илюша. 2 в 3. Ну, можно сказать, 2 в 1, наверное. Там вообще без хп, ребята. Перфекто, минус 3. 4. Это что, эйс? Да, вот, блять, хобот не дал, нахуй, вот пиздец. казахи, да? Вот даже эйс пиздят, блядь. Ну вот. Я в шоке. Я просто в шоке. Даже эйс не дал, вот перфекто. А мог бы эйс отдать. Ну, вот вам и бай-раунд. 1-2 тут же. Короче, счет будет 13-7. Кто за кого в чате болеет? Там вообще чат живой? Нет, 12 человек. Вы кто? Алло, прием. Чат молчит вообще. Бля, иди поспи нахуй, реально. Иди приляг нахуй и поспи. Я еще хочу послушать Семена, что он скажет по этому поводу. Не хочется принуждать к правде, но мне кажется, геройки выиграют 2-1 по картам. Родной звучит как-то обидно, да? Блин, ну ладно. Ну, ты спросил, кто за кого? Я ответил честно. Клаудав нахуй пососут. Охуела, блядь. Так, твоя голова, блядь. кикните Евгения, пожалуйста, отсюда. Пошел нахуй, дверь закрой, блядь, с той стороны, блядь. Так, ну и тем временем что-то у нас все не по плану пошло здесь. Перфекто опять 1 в 3 остается. Его выбивают. Ну жестко херойки. На мираже, конечно, ставят. Очень жестко. Ты вот трансляцию сидишь, смотришь, да, и я думаю, вот, блядь, какой у него ник нахуй читается, блядь, кор или коп? Кор или коп? Я думаю... Герокоптер. Я думаю, просто 1363, больше никак. Просто 1363, все. Не ори, сука. Реально, блядь. Так, фулл эко. Фулл эко. Но не проснулись пока ребятки на мираже, бывает. Ну, не будем их ругать за это, правильно? Я думаю, сейчас раскликаются потихоньку. Сейчас зажмут нахуй этого. Единственная, наверное, единственная надежда это на Анубис, скорее всего. Бумыч там двоих где-то находит вообще с юспа. Но... Не ожидал? Это Серега Аксель, между прочим, на шарте. Ой-ой-ой, тут нерд скрадется. Спинку. Да ты шо? Ай-яй-яй, калашик бы унести, не унесет, все. Не, ну хорошая, в принципе, эко. Да, неплохо, девайсов-то выбили нормально так, более-менее. Интересно, палка появится у кого-то? Бумычу, например. Бля, с такого ракурса, как будут этих мониторы квадратные, блядь.
Ну да. В принципе, так и есть. Что, блядь? Что с Что за комментаторами хуйня, не блядь? так, блядь? Вот залупнуть вороги просто и все. Так, и палочка у нас у перфекта. Ля, ты это видишь? Mouse. У нас Илюша играет с АВП тем временем. Вот так вот. And a deep AUG from Boomich. Maybe they're not going to play ops at all. Nope, that's not true. Perfecto has one. It's about time. Axile slays TSS up in the apartments with ease. Так, ну и уже 3 в 5 ситуэйшн. Каким-то образом бомба ставится. Сейчас будет ретейк в исполнении Cloud9. Перфекто мажет. Обидно. Yeah, 1 of 3. Shush looking to go deep on jungle. Элек. Минус Сюш. Падает Нердс. Ну и последний у нас Киксон. Hobbit holding the angle as Boomich climbs over Ticket. That's 2 spotted. And everybody down here for heroic Cloud9. НТ херойкам, но well played Cloud9 за такой раунд. Закрыто на апланту, получается. Я не пойму, это боты на трансляции 14 человек или нет? Так, ну-ка проверим. Кто за Cloud9 циферку 1, кто за Heroic цифру 2 в чат, вот прямо сейчас. Я не верю, что 14 человек сидит, блядь. По-любому боты какие-то. 100% боты. Try to do it a little different. Yeah. If Boomich were to tell me that we're doing something different Я бот. tonight, and then they put on AUG for M4, Классно. О, смотри, вот коп здесь. I would drink that Он за Kool-Aid. Cloud9 копит. Он молодец. Коп молодец. Блядь. Ой, Коп, еще один вот ебать. коп красавчик. Also an op in play. Так. Yeah. Get rid of it. Эмиль Так, вот тоже это вот за забанить Cloud9. нахуй. Хост за Heroic у нас топит. Нормально. Сам ты бот один. Бля, извини, сори. Я не хотел никого обидеть, сори, пацаны. And the operas you go up against are people Неуважительное who отношение к fine-tune чату, that собственно. craft. You can see a level of professionalism. Ну, давайте стримера забаним. Да-да-да, иди нахуй. Вы будете свободны. Евгения. Я думаю, нихуя здесь... себе. Вот, и Евгения за Клоудов. Видишь, самое главное, Евгения за Клоудов. Вот это вот меня уже более-менее утешает. Евгения Пожаровская. Это кто? Один поставил или он? Да, Это он или она? Я не понял. Активизировался. А, видишь, чат живой. Я думал, это какая-то накрутка идет. Я даже что-то таких цифр не видел, блядь. 14 зрителей. Это чё, ну, новинка. Ладно, я Ну, для ебало ютуба завалил. как-то хорошо даже, блядь. Я ебало завалил, давайте смотреть, короче. Тем временем 2-4 счет. Надо Клоудам свои раунды набирать потихоньку. Попытаться хотя бы. And with smokes down in mid, there's a potential pinch coming out soon enough. This A stack from Cloud9 is seeing А давно перфекты nothing. с авиком играть начал They're not вообще? pulling off of it yet. We've got Да, no с рождения. into the ладно. smoke. I У них mean, же here Бумыч comes the вроде B-hit for типа sure. снайпером был. Опа, контакт, Илюша. Не, Илюше нельзя что-то, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Хоббит, Ладно, жестко. я ушел в дотку сыраю и приду к вам. О, видали чат, да? Видите, как друзья поступают? Тут Бласт идет, он говорит, я пойду доту сыграю. Так, ну 3 в 3 ситуация. Бумыч перестреливает. Так, фанат Хероиков нахуй вышел. Так, остается Сьюш. Последний, его минусуют и... Китов нету, блядь, китов нету. Или есть? Есть. Есть. Электроник. Нормально, раунд за Клоудами. Отлично. Бум, бля, плюс АВП. 13-0. Ну вот как думаете, вот... я чисто сейчас у чата спрошу, вот счет на первой карте какой будет? Не знаю, я, наверное, поставлю на 13-9 в пользу Клоудов. Что-то я в Клоудов очень сильно верю на Мираже. It's the fact they're able to get Nerds out of bottom connector that opens up all of that. That's where Hobbit starts to flank, and I believe it was Hobbit who ended up getting the kill to Nikadaz. You know what I would do if I was Cloud9? I wouldn't buy a single op. I would only use it if I have, you know, if I went around
if I picked it up, use other people's ops, because like it's a big expense. So that for first Купили дефы, бля. Да. А, кстати, на каком турике это Электроник заорал? Это за нави еще было, да, по-моему? 7-5 по картам, бля. 7-5 по картам? Ну, Евгений в своем репертуаре, как обычно. Иди в доту, блядь, играем. 13-6, 13-10. Вот, Эльдар со мной согласен, 13-10. Я тоже сказал 13-10. Не согласен, 13-7. Так, контакт на медле, Аксель, минус Хиксон. У них в такой... Сюш, ой-ой-ой, это что за 2 хедшота, алло? Куда разогнался? Interesting turn of events. All of them leaving. Axile's gonna hear this though. Да, опасненькая такая ситуация. Аксель поджимает, интересно. Не, ну там не слышит, наверное. Или слышит, он бомбу слышит, минус бомба. Ну все, раунд сейчас в руки Cloud9 падает. Перфекто. Сейчас будет контакт с Тессисом. Ой, как опасно. Так, минус ТСС. Ну и Сьюж, Нерт остаются у нас с пистолетами. Аксель слышит. Сьюж еще одного находит. Ну слушай, ну неплохо Сьюж поставил, да? 3 минуса. Чисто дал. свистнул, блядь, зубы вылетели нахуй. Тупо свистнул, блядь. Не, ну там жестко поставил, на самом деле. Смотри. Раз. 2. Туда просто. В принципе, у нас Андрей также стреляет. Так, контакт на медле. Перфекто с АВП работает у нас. Но размены неплохие. 3 в 3 уже ситуация. Бумыч, минус Сьюж. Ну и что-то как-то атака хероиков упала прямо в начале раунда. Вообще в легкую. 5-4. That's some heroic energy. So, yeah, we're getting a little crazy now. We're getting a little hectic. We're walking out Palace, running through apartments, and creeping out bottom middle all at the same time. But I mean, let's be. I'm not looking at coming into this match and saying it's going to be the cleanest, most tactical, perfect Counter-Strike in the world. This is. Бумыч нахуй сбросил лишний вес с рук. Начал играть. Перфекто. Боже, как он... Слушай, он чувствует прямо эту палочку, я смотрю. Че он раньше с АВП не играл? На Blast пример Fall Groups 2022 года. А, это ты имеешь в виду про электроника? Против Ликвидов было. Это когда электроник крикнул, да, вот это купите дефы, блядь. Да. If OG to at least heroic, you know, heroic came through with something that's interesting. It's not ideal the way your team dissolved, and I think that they were already working with a greater baseline. Like Nerd said, they got lucrative offers for outside events, obviously. But you know, they made decisions that could win games. You signed what was. Так, ну и хероики что-то мутят. Пытаются через отпаласы выйти, но аж жестко Бумычу ставят. Ой-ой-ой. Но это тут поставить пачку сейчас, скорее всего. Да, пачка будет установлена. Можно вопрос, а что Абай делает на Б до сих пор? Connector, but they're just gonna have to bank on this lean towards ramp. Shadow here spotted. Nerds. Oh, and Shush with another. Ой-ой-ой. Что они ставят с этих диглов? Правильно, нахуй сумки попадать, да.
Ну, киты есть, хоббит красный, минус еще один, и Киксан по бомбе. Нет, Перв просто дефает на морозе, блядь. Магистр. Нормально, нормально. Потанцевали. Отлично. Найс трай, слушай, ну неплохой раунд-то был у Heroic. Жестко поставили. Perfecto's getting op kills. Yeah, Starting to land. He's starting to land shots. Hey, it's a Mirage. You can't op a Mirage, you ain't worth nothing. I also don't want to blame the specific players that are hopping on each Так, map перфект у because нас с it's АВП changing. опять That's like the в other окошке. problem, by the way. It's not one person learning how to op. Херойки с вами просто тупо под Б, с вами. Все абсолютно. Literally a bunch of trials. Нердс. Чё исполняет этот человек, я не понимаю вообще. Падает Нердс и 4 в 5 уже у нас. I would say it's like akin to being like А the Семен best здесь random вообще? player in the world in like StarCraft. It's like Okay, yeah, picking random character. yeah, it's like you get the advantage of being hard to prepare for, right? Симон, But походу, you're там never это, gonna beat котлетки an нахуй absolute закидывают, блядь. specialist in all three Себя. matchups. It's gonna be Научились играть на дигле, there are great а на random М4 players, забыли, в but натуре. it's hard to argue По that факту. they would also be the best player. I mean, I think that's the main problem, right? That's the main concern when you see. Так, Аксель здесь нашивают смоки. Not really tapping into Ну и там your best потихоньку выход potential. под Б уже идет, накидываются флешки, молики, Абай здесь пытается максимум выжить сейчас в этой ситуации. Перфекта. Oppers В on кухне. the angle. Зумит. Perfecto. Ой-ой-ой, попадает Ooh, минус Nikos looking to be 74 alive сейчас here по Никодозу. as he takes it through the bricks. Никодос делает минус, тут же размен. Сьюш минус Хоббит. Перфекто, опять минус 65. Да что ж такое-то? Зарегай в тело, нормально. 3 в 3. Пытается здесь перфекта найти. Минус перфекта. Бумыч крадется в спину. Минус ТСС. Элик минус Сьюш. И Киксон у нас 1 в 2. Фейкует пачкой. Почкой, блядь. Пачкой. Как же он подгорел охуенно, блядь. Закрыто. Закрыто. Вовремя Бумыч в спину подкрался, конечно. And yeah, Perfecto is still hitting some shots, getting some damage. А Элик просто спокойно, ебать, сидит. Свою работу выполняет. I just love the swarm here from Cloud9. We're all over it, especially electronic. АВП кухня, пацаны. Suddenly the CT side starting to take off. That is Cloud9 on fire. Так, ну и по экономике, конечно, что у Колдов, что у Heroic все очень плачевно на самом деле. And a Cloud9 succeeding without a hard carry from Electronic. Because Axile is still somebody throughout all these new iterations of C9 since the departure of Shiro. Honestly, since the departure of Nafany. We haven't had what was he ranked in 2022? Top 5? Yeah, him and Shiro were both top 5. 5th and 4th, Shiro, I think. 3rd? Third, I think, is 5th and 3rd. Yeah. Такая тишина на карте просто. Тут Хоббит с Акселем подсадочка. Буст. ТСС этого не читает. Или читает, не читает. Ну, могло быть и хуже на самом деле, но нормально. В размене сыграли. Никодос. Элик тут выходит, просто по-царски начинает разбираться. Минус Бумыч. Элик минусует бомбу. 2 в 3 для Heroic. Так, Нердс подкрадывается к КТ. Ой-ой-ой, как Илюша. Попадает Илюша, отлично. Размен. Ой-ой-ой, ну жестко, жестко. Нормально по экономике, даже последний раунд в этой половине. Да я уже понял, да я тупанул. Я сначала не посмотрел начал, блядь. Я думал 7-3 почему-то. Ну, неплохая половина. Клауда проснулись тут же, сразу. I think every team in the world now, all the top teams do it now. So I think they were some of the first guys who did it, and like that's the first thing I think about when I think about the old heroic. Вовремя Элик проснулся. Да.
Yeah, I think we're gonna find we're finding a mix right now, a balance of being able to react on the information and being able to also keep the old style of like being able to react, but it's in our way, and over rotating, playing for information, but also having some more like set things and being able to have good protocols. Also did have that in the old heroic, but we're gonna try to find a mix of everything what everyone likes, so everyone is comfortable. Как думаешь, кто Турик выиграет? На самом деле сложно сказать, я даже не знаю. Ну, Хероики, мне кажется, точно нет. Не с этим составом Хероики выиграют. Состав так себе, конечно, мне кажется. Клоуда как фавориты выглядят, в принципе, на этот турнир. Нави, блядь, мне кажется, отлетят нахуй. Но вот насчет Нави я тоже не знаю, понимаешь? Они вот реально, они то играют, то они вообще ничего не могут просто. Вот. Они то разносят, то вообще просто не могут связать игру нормально. Тут очень сложно, на самом деле. А? Да я даже не знаю, блядь, кто. Сложно как-то сказать, блядь. Я говорю. Best team with the best players around me, I would say. So maybe not right now we're the best team, but we definitely have the highest potential. ВП тоже неплохо сейчас катают. Virtus.pro. Я бы, наверное, может... Liquid сейчас, вот я не знаю, с Кедианом они... Ну вот неплохо. Вот я смотрел игру без стрима. Ну у них такая хорошая игра была на самом деле. Как ликвиды могут быть, дальше пройдут Клоуда. Ликвиды, Клоуда и... Наверное, Нави, я думаю, тоже покажут нормально. У УФБ хорошая форма. Почти Нави закатали в 0. Да, вот я про это и говорю. Тут сложно как бы предсказать. Тут все будет зависеть от красивой КС, правда, вот. Ну, от красивой игры. Сейчас Клоуда в хорошей форме, ВП в хорошей форме, Ликвиды с Кейдианом сейчас неплохо играют. Кейдин, понятное дело, он немножко просел, но сейчас новый коллектив, он потихоньку сейчас включится и нормально будет. Мазик, зайди в личку Дискорда, сейчас тебе напишу. Ты кому это сказал, блядь? Мазик. А где он? Заходил с телефона. А вы как думаете, чат? Ну вот я лично, реально, я думаю, что, наверное, Клоуда ВП выиграют, мне кажется. ВП не пройдут, не выйдут. Как думаешь, что выйдет из группы? ВП или Клоуда? Вот, я говорю, я думаю, Клоуда. Я думаю, Клоуда выйдут. Клоуда здесь, мне кажется, ну, фавориты будут. Так, ну, ту пистолетку Хероики забрали, сейчас посмотрим, может быть, Клоуда за атаку покажет уровень Бумыч, минус Нердс. Так, 3 в 3. Бумыч жестко ставит. Минус Тесс, ну, 1-1 по пистолеткам получается. Если только сейчас Никодос, конечно, 3 тапа не даст. Так, информацию добыли. Минус 1. НТ. A real chance to shut this one down quick. Nice round right there. Heroic's map pick here, Mirage. Джейнтайм не контрится, у них очень душная игра. Ну, это да. Мне тоже так кажется, что Cloud9, хотя ВП тоже хорошие результаты показывает. Да, я говорю, очень сложно предсказать на самом деле. Ну, мое мнение, что Cloud9 ВП выиграют. Cloud9 заберут. Это чисто мое мнение. He's looking good too, Boomich. Yeah, I don't want him to waste away though. You know, the Boomich I remember.
That was a lot of men. I want that back. Так, ну, Клоуда потихоньку контактом по шарту проходит, потихонечку. Не торопится. Киксон откидывает под себя смог, тут же падает, Хоббит его минусует, и Бэплен, в принципе, пустой. Заходи, что хочешь, то и делай. Cloud9 looked very good as a team. I mean, the explodes are very good. The rifle support in that first half on the retakes were very good. Ну, думаю, Маппул They were порешает. on the same page almost all of the time. Ну да, да. And I, for one, with no vested interest, I'm still happy to see Так. Cloud9 winning within their Минус system. Юж. You know, this Ну is и раунд в копилку Клоудов project, when it уходит. came together. I mean, when it came together with Shiro included. Remember how hyped everybody was? I mean, Everybody yeah. said this is a world ender. This will be the #1 team. They're gonna win majors because on paper it was perfection, and then reality sank in. Yeah. And then changes were made, and then Shiro abandoned Пошли the project. фармить. And now there's an identity crisis. I was so hyped on it. I just wish that we got to see Shiro with Boomich calling, Yeah. at least for a bit, at Yeah. least. That would have been, I think, really great. Watching Shiro today was lovely. I mean, yeah, his presence was definitely missed. That's life, though, man. The what ifs. So many what ifs. I'd say luckily, though, in Counter-Strike, we get more fantasy rosters than what ifs. Like, we get more of these rosters that seem Come together. impossible come to fruition at some point or another. Like, it's unbelievable. Да, если сейчас хероики не соберутся, то, походу, это первая карта в копилку Клоудам уйдет. Ну, нам-то лучше. Все-таки болеем за своих. You know, I don't want to count my chickens before they hatch, but we are talking about a world where Shiro and Donk are on the same team. Exactly, like even that is if just that's so cool. That is so cool. We miss out on the C9 Boomich Shiro combo, but we do get Donk instead. Yeah. I mean, Zontix, Magix, Chopper, that's a team, bro. That's there's always silver line. That's gonna be fun to watch them as well. Yeah. That's a core that already has made top 8s at majors. That's why I came here. This blast groups. I said, Shiro Donk gonna play. Yeah. And why didn't you leave when it didn't happen? Так, 10-4. Клауда у нас через мид пытаются разыгрывать. Тесс у нас андеграунд поджал. Там такой полубай какой-то, от одной эмки играют Хероик. Решили закупиться. Так, Аксель, ТСС против него. 5-7 или калаш? Минус ТСС. Так, смотри, тут Аксель минус 2 уже оформляет. Нердс падает. Ну и одна эмка здесь уже, наверное, не решит. Тем временем Клоуда потихонечку возвращаются пода у нас. Тут Сьюж с Никодозом возле ямы пытаются вдвоем сыграть на размене. Элик видит, минус 1. Видел второго. Минус 2, легко. Ну и Киксон остается у нас последний. Ну, походу ГГ, пацаны. Что сказать? Походу это ГГ будет на первой карте. Или камбэк. От Хероиков увидим. Да, есть ли фаны у Хероиков после всего, что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Ну, с Кейдином, конечно, они поступили хреново. Так, Нердс, контакт на медле, Хоббита теряем. Naded in the open, man. Lucky to get back. He had no cover. That little jump was perfect. Yeah, just stuck out there. So nice opening kill here from Heroic. Trying to keep Cloud9 off that coveted 12th round win. This has been a masterclass from Cloud9. I mean, from 4-1 down to 11-4. Oh, right. Так, неплохо. Аксель включается. Минус Сьюж. Вот здесь уже можно поработать, зацепиться за раунд, в принципе. 13-7, уверен, Cloud9.
Cloud9 are like an avalanche right now, come down the hill. You can't stop it. Слишком мощно Клауда начали разваливать. Ну, я не знаю, это пик хероиков, Мираж, первой картой. Я думал, здесь хероики сейчас прям без шансов покажут игру свою, но что-то как-то у них не клеится вообще. You know, when we talk about the star potential of Nikados as an op, as Nertz as the rifler, these are two players who are currently not having the best of games. And Nikados' support is only TSS in jungle, so these two players middle could preoccupy him. This is two separate 2v1 у нас в окно, Аксель. Cloud9 to try and get back into this. Будет нас контролить ладер и шорт. Клауда пытаются пода зайти. Электроник с Бумычем уже выходит по Тетрис, минус Аксель. Так, заходит Клауда потихонечку. Киксон, падает электроник, должен быть размен, перфекта на месте. Ну и два красных у хероик, в принципе, это 2 в 3 ситуации, но я думаю, такое, наверное, можно забирать, пробовать, по крайней мере. Перфекта. Есть информация по коннектору. Там в КТ у нас Никодос, перфекта минус ТСС, падает Бумыч у нас в пленту, и перфекта у нас 1-2, уже 1 в 1, и перфекта тащит. Сюда, сюда. Илюша на месте. Да, видно, херойки раунд свой отдали, конечно, на самом деле. Ну, красные были уже, ребята. Looking to offer up a carry here. 17-8 is the scoreline off this 1v3. Nowhere to run, nowhere to hide. Has to take all 3 fights and just straight. 12-4. Матчпоинт для Клаудов. Вот так вот. Sick match by Perfecto. Started with the op. It's gonna end it with the rifle. Давайте, ребятки, сердечко в чат за Клаудов. И уходим на вторую карту, наверное. Нерц с Никодозом здесь жестко принимают сейчас. 3 в 3 ситуация. Потихонечку Клауда разыгрывает пода. Никодос минус 2 дает уже. Йоу. Падает, Бумыч его разменивает. Так, и 2 в 2. Ситуация, Бумыч, минус Хиксон, но походу это ГГ. Тесос 1 в 2 против Перфекта и Бумыча. Китов нету. Перфекта. Увидел, что Тесос на стерсе сейчас. Есть информация. Минус Бумыч. Перфекта. 1 в 1. Тесос понимает, что он здесь. Тесос! Ой-ой-ой-ой-ой. Это еще не все, друзья, говорит нам Тесос. Вот так вот. Nice try, Клаудам. Я думал, это уже все. No kit on that one either. Had to get the 10-second defuse. Made his play. Wonderfully isolated duels. They look a little afraid of him. A little afraid of TSS on the approach. Так, и у нас сразу пауза залетает. They didn't have to fight that way, but I think at that point they thought they could do no wrong. One of them they thought would definitely get this kill. 22 зрителя. Вы серьезно, что ли? Или мне в глазах двоится уже, блядь? Чат молчит, но 22 зрителя. Все, походу, просто смотрят. Все смотрят, болеют. Будет 13-6. Тут же переобувочка, да, у чата. Да, 13-7. Да нет, 13-6. Да нет, 13-8. Сейчас хероики 12-12 сделают. Вот это мы охренеем на самом деле. Kicks in. MP7. Так, 12-5. У Клаудов так-то последние, можно сказать, деньги на бай-раунд. У Электроника только 4300. Сможет там что-то раздропать, по идее. Одному. Так, ну и на медле у нас пока заварушка здесь.
Черт, как же перв хорош. Смесь экзипниста девайса, клатч-министр и мистер стабильность. Да. Так, Хоббит находит Тессеса. 4 в 5. Ай-яй-яй-яй-яй. Тайминги неприятные. 4 в 4. Никодос разменивается. Перф! Ай, как не пошла стрельба. Минус 2 от Никодоза. Ой-ой-ой-ой-ой. Аксель минус Юж. Есть информация по джанглу. Они это понимают. Надо подобрать как-то сейчас пачку. Хорошая флешка. Никодос, что ты ставишь? 14 хп, он делает минус 3. 2 в 3 ситуация сейчас. Так, Электроник и Бумыч. Этот дуэт уже разыгрывал у нас. Клатч Никодос! 4! Что? Кого? Куда, дружище? Ой-ой-ой. Ну что, верите в Бумыча, чат? 1 в 3. Кирилл Михайлов. Так, фейкует с бомбой. Минус Хиксон. 2 в 1. Никодос у нас 14 хп. Читает ли бэпсы сейчас Бумыч? Пока не понимаю. Уходит под Форест. Бумыч. Ай, не пошла. Есть информация по нему по китчену. Минус Нерс. И красный Никодос, Бумыч. Берет. Хорош. Хорош. Сюда. Большой капитан на месте, блядь. Unfortunately for Heroic, that 4-1 start fizzles out to a 12-5 loss. Жестко. For you last night. We're part of a team, Babsky and myself and Banks. It's called the Benchwarmers. Бумбла, как всегда. Predictions each day. And yesterday, for the first time, Banks got very vocal about some of our selections. Because normally Капитаныч, настоящий капитаныч в натуре. ГГ. 13-5. Следующая карта у нас Анубис. Это уже пик. Cloud9. Схавал этот клатч в натуре. I actually hadn't seen him this emotional about a team that wasn't Navi, but he felt quite emotional about it. And of course now, as we look at what just happened in that map, ну что ж, ждем Анубис, получается, пока я покажу вам вот этого красивого кота. Пока будем ждать следующую карту. Like it seemed like they were a completely new team, and from me looking. Вот насчет Анубиса даже вот сейчас интересно будет. Но Анубис, я видел, как Cloud9 Анубис играют, и у них с этой картой вроде все в порядке. Они прям себя уверенно там чувствуют, поэтому они его и пикнули. Сейчас Абумыч с АВП будет ебать. Аксель как Бумыч, а вы видели, сколько он прибавил вообще? Я вообще Акселя не узнаю в последнее время. Он все полнеет и полнеет, блин. Пока пауза, ждем Анубис. Давайте пока предикшены, кто заберет первую пистолетку на Анубисе. По идее, Cloud9 начинает у нас за защиту, если я не ошибаюсь, на Анубисе. Я думаю, что пистолетка за Cloud9 будет первая. Вторая не знаю, конечно. Вы не понимаете, они просто настоящие товарищи. Потому Перф и Аксель взяли ношу Бумыча, дабы ему проще было. Аксель скоро будет больше Бумыча. Да, это точно.
Да я говорю, я его не узнаю, я как не зайду, как его посмотреть игру их. Аксель все больше и больше становится, просто он скоро в эту вебку уже не влезет на самом деле. А где у нас мой второй соведущий, я не пойму. Андрей, вы на связи? Я вообще один остался, пиздец. Ногу так, вот так вот. Ты же, блядь, экстази, ёба. Андрей, ваше мнение, предикшн, пожалуйста, ваш. Предикшн. Предикшн. Вот прям вот так вот резко, да? Ну вот прям вот надо, да, с двух ног прям предикшн свой. Не, ну понимаешь, надо посмотреть первые 2 раунда хотя бы. Не, я чисто спрашиваю за пистолетку на Анубисе. Смотри, какая страна. Ну, Анубис страна у Клоудов КТ будет первая, скорее всего. Ну, они же пикнули ее. Ну, сейчас будет один играть под А. Один мид, 3 Б, смотри. И закрывают пистолетку легко. Ты на тренере, да, короче? Конечно. Просто проверяй, ебать. Вот как на прошлом бласте. Хоббит у них будет на играть. Клоуда проиграли почти все пистолетки. Слушай, ну Анубис у них в порядке. Я сколько Анубисов видел, они неплохо себя там показывают. Я думаю, это можно даже эту карту как одну из лучших у Клоудов, мне кажется. Сними с кота очки, блядь. На голову давит, ёбаный рот. Не сниму. Там перерыв, наверное, сколько? 10 минут у них будет, скорее всего. Так что ждем. Андрей, у меня к вам небольшая просьба будет. Слушаю вас внимательно. А вы не сможете прокомментировать вторую карту буквально минут 5-10? Куда съебаться решил, блядь? Ну, мне тут надо. Так иди сейчас, пока перерыв заебал. Что сделать? Не, ну я дождусь, и я включу просто все и отойду. Чат, вы не против, если Андрюша... Я против. Посидит с вами? Давайте Андрюша попросим все вместе. Андрюша! Пиздец. Ну, мне правда надо, ну, нужно отойти. Будет. Но Акселю такое не идет. Его ник не склоняется в масштаб. Вот думаешь, ямач ТД. Это классика. О, видишь, против, ебать. Мы против. Блять. Почему? Да, ребята, если кто новенький в чате, не в курсе, я все время стримлю на Твиче вообще в особенности, примерно, ну, всегда. Вот. Я на Ютубе запустил этот стрим, чтобы просто матч посмотреть. Я вообще не ожидал, конечно, что кто-то зайдет. Вот, так что подписывайтесь на Twitch, ссылка в закрепе, вон в чате. И там модераторы иногда спамят вроде, если не ошибаюсь. Вот, так что я буду рад вас видеть, всех. Мы там обычно и в КС-ку играем, и с фолловерами играем. Бывает и разыгрываю что-то, короче, в общем, как-то так. Но Андрюша не даст соврать, вон он подтвердит. Так что кому интересно будет, заходите, подписывайтесь, буду рад вас видеть там. Пока подождем. Анубис, сколько там перерыв-то еще? Против, конечно. Вы против Андрея? Как так?
Ну, я думаю, это, не знаю, мне кажется, 2-0. 2-0 для клоудов. В легкую на Анубисе. Я не знаю, конечно, как херойки на Анубисе играют. Не видел. Но клоуда там будут смотреться уверенно. Очень уверенно. Так, осталось 4 минуты подождать. 4 минуты и вторая карта стартует. Алло, чушпан, блядь. Что такое? Алло, здорово. Привет, мази. Все против, видишь? А? Все нахуй, сиди, блядь. Чё? Все против, говорю, сиди. Да, не прикалывается, никто в чате не против. Я против. А чё, кто первый закрыл? Клоуда, естественно. Я сам в шоке, на самом деле, с Миража. Ну чё, ожидаем бита вместо Хукси? Но это будет, конечно, трансфер... Жесткий трансфер. Не века, но... Ну, жесткий трансфер. Ну, я не знаю, тут вариантов, что Ника не кикнет своего брата, это раз, а два, нахуй, это будет либо либо Хант, нет, либо Хукси, либо этот, как там его, забыл, как его звали, Некса. Но мне кажется, могут больше вариантов, что Нексу кикнут, потому что он ничего не показывает. У клоудов состав старше, так как сыгранности больше. Анубис одна из лучших их карт. Да и прошлую закопали соперников, выйдя каждый в плюс по стате. Надо постараться залить. Надеюсь на моноси в Cloud9. А все хотят, чтобы моноси в Cloud9 был? Вот мне интересно просто. Вот вы хотите все, чтобы моноси пришел в Cloud9? Вот в G2 на самом деле уже, мне кажется, все. Как думаешь, Мазик? Ну, мне кажется, просто Ника... Ну его Ника держит. Ника хоронит его карьеру, если будет держать его долго. Ну, не, он его не хоронит, но он его держит. Он прямо, ну, мне кажется... Ну, он сейчас, считай, один из лучших снайперов. Ну, после Зайву, если только тогда. Чем хуже Монеси? Посмотри, какие мувы он творит. Это тоже, не скажи. Зайву он, как, знаешь, я считаю, я смотрю, когда Зайву играет с Авиком, он, как, знаешь, как деревянно играет, а Монеси прям, у него движение прям уровень бога, блядь. Он двигается охуительно. Но у него мувмент хороший, ты про это имеешь в виду. Но у Зайву тоже неплохой, тоже хороший мувмент, как бы. Если судить по ХЛТВ и потому, что ему дали снайпера года, типа, ну... Я считаю, все равно первое место Зайву не заслужит. Ну, не Ника, а сама организация. Ну, мне кажется, там Ника тоже не... У него не пустое слово в этой арге. Как бы, мне кажется, он много чего значит, и его слова тоже. Если он попросит, они его послушают, мне кажется. Ника звезда, и где бы он ни был, в любой команде, он перевесит любого игрока. В плане... он будет главным, в плане... Он будет решать, кого брать, кого оставить. Ну, да, тоже верно. Тоже верно. Короче, у нас стартует Анубис потихоньку. Минута 30 осталось. Я хочу это... Мазик, Андрей тут? Да. Вы сможете сейчас буквально вместо меня минут 10 пообщаться тут с чатом и покомментировать? Ну, а где ты стримишь? На Ютубе. Окей. Хорошо. Если будь добр, тогда экран включи. А у меня демка идет же в Дискорде полную. Чтобы вы видели этот... Вижу, всё. да. Ребят, я вам, короче, вывожу потихонечку. Сейчас здесь уже стартует Анубис у нас. Не знаю. Зайву выше моноси по пониманию игры за снайпера. Как он дважды против нави смог
прошил в клатче, 2 пули, 2 трупа. Но тут даже, наверное, тут дело даже не вот в этих моментах, да, там, в смог прошил. У Зайву опытом побольше просто будет ну, как бы реально, у него опыта больше будет, нежели у Монеси. Монеси только, считай, начал, только-только. Но и уже показывает охуенный результат. Монеси в этом году будет соревноваться с Зайву за первое место, бля, буду. Ну да, да. GGBet odds have Cloud9 as the 1-8 favorites. Think that makes sense. We were just coming off the back of Heroic's map pick, where they had a 4-1 lead and finished the map with 5 rounds. Yeah, and I was, you know, talking bad about that Perfecto WAP because. В общем, погнали. Что, сейчас стартует у нас Анубис. Давайте пока облака в чат. У нас есть смайлик в чате облака в ютубе? Кто за клоудов топит? Надо облачка в чат написать, чтобы все четко было. Зайву старше Монеси на 2 года. Думаю, Илюшке еще есть время его перегнать. Такого не может быть. But they tapered off, and now they're starting hot. And unlike FaZe, who lost to Gamer Legion this morning, unlike Liquid, who couldn't За его 23 года, а Монеси 18. We've got Cloud9 dismantling. Так, ну что, поехали. Монеси младше на 5 лет. Так, Мазик, у тебя звук есть? Да-да, все есть. Все, если что, чат, вот он. Ты увидишь, да? Я все вижу, и да. Я уже у тебя на ютубе. Все, отлично. Ребятки, нет, ты лучше через демку смотри. Лучше. Ну я понял, да? Да. Все, ребятки, я сейчас подойду, пока с вами Мазик побудет. Ну что, первый раз, первая пистолеточка у нас начинается с Cloud9, да? Doesn't count, some say. Unless you win. They go with the smoke on Да, конечно, Геройка это уже не та, для которой раньше было. Ooh, Tessus. Clean with it. Well, Perfecto's got dark room. I like this way of splitting. Like, look at how much presence instantly becomes if you get that lurk off inside of mid. Nice. Wow. Tessus clean second kill as well here. So we talk about the T side of Anubis. Да, мне кажется, следующий Аксель на лучше будет. Слишком в CS2 у него не пошло. Я так и не заметил, киты у кого-то были. Да, он топ-1 взял, он был, конечно, один из лучших игроков мира в истории. Сейчас всю команду тащить будет. Извините, Монеси тоже так делает. Но смотри, симпл, смотри, сколько лет Нави тащил на себе. Симпл много лет. 3-4 года он тупо соло играл. Потом Зайву тащил свою команду, когда еще были вот эти РПК, все шоксы. Он тащил все на себе. Но теперь у него команда мощная. Типа Зайву может вообще, ну, не париться. В любой ситуации Зайву, если даже, как говорится, сильно откроется или что, у него есть очень хорошие тиммейты в плане индивидуальной стрельбы. А раньше такого не было. Вот то же самое, возьмите Ксантаруса. Вот, это тот человек, который столько мажоров посетил, но был он всего лишь, как, ну, типа, один хороший игрок. Вся его команда была всегда, ну, типа, ни о чем. Cloud9 у нас ретейкнули, все-таки первый раунд они забрали. То у нас получается форс. Нерса забирают. Хотя странно, что Нерс так быстро запушил, я думал, он легкий будет. Ну, Аксель, да, я тоже слышал, что Аксель на самом деле не оценил эту игру. На самом деле я тоже не оценил эту игру в плане какие-то ганы вообще, ну, типа, не сравнится с CSGO. И считаю, передвижение мне, ну, тоже некомфортно. Много чё. Вот знаете, честно вам скажу, те игроки, которые были, ну, вообще уже в говне, они сейчас немножко начинают как-то, ну, развиваться, потому что
многие очень лютые стрелки, они начинают проседать. Вот взять электроника, электроника будто не изменился, он так как и был тащером, так и остался. Надо знать только Ника, за его и симпл, кто так тянет команду. Насчет Ника тяжело сказать. Он, когда капитанил, он вообще, как говорится, был не в лучшей форме, когда капитанил. Но сейчас Ника вроде хорош, он хотя бы второе место. Вот, возьмите Робса, да, Роб занял 3-е место, но его не так сильно было видно, как вот, например, взять Монеси, взять Ника. Его так сильно не видно было, но он очень хороший люфтер. Тут ничего не скажешь. Cloud9 забирает этот раунд, и сейчас у них будет, у Херойков бай будет. И заслуженно они топ-1 и топ-2. О, прям. Пока ты там, ебать, пиздишь, Клауда нахуй уже ретейкут сайт, блядь. Да. Там на миллисекунде они успели раздать. Симпл просто не играл. Симпл, возможно, больше и вообще не будет играть. Это не 100% информация, но 90%, что Симпл в Нави не будет вообще, ну точно играть он, мне кажется, не будет, а вот вообще играть, будет ли он, это очень большой вопрос. Потому что последний раз, кстати, Симпл играл ФПЛ 23 декабря. А это уже на минуточку месяц не играл. Это уже что-то, да, говорит. Бля, пиво вкусное. После рабочего дня. Ну, насчет экономики, да. 3 смока всего лишь, 1 уже заюзан. Но это будет только Б. Но Б, походу, не выдержит сейчас Cloud9. Потому что... у нас электроника сейчас в спине. Тут только работают тайминги. Да, электроник забирает 2. Да. 2 бесплатных килла. Но тут уже сейчас на перфекта. Перф мучится в смог, как я понял. Хоббит он забирает. Никодос перфекта убивает. Ну и Киксон. Где-то потерялся. Винни-Пух его нашел. У Симпла давно уже бизнеса есть, и не один. Он фейзов в свое время протащил до финала мажора и стабильно был лучших мира. Смотри, классная команда, трофей не была. Но это ты, наверное, хотел сказать за маузов. За фейзов нет. Я считаю, что тащил он маузов больше, а не фейзов. Фейзы там были балансированные. Команда, у всех каждый хороший скилл по стрельбе и хороший понимание, очень давно играют, типа, ну. Я считаю, ты про маузов, мне кажется, имел в виду. По факту, Вита и Симпла, но может быть, нет, такого не будет. Такого, на данный момент, в этом году, этого не будет. Вит может быть только... Ну, я не верю, что он в Монте пойдет, я в это не верю. Но то, что Монте может с Монеси играть, то это я уже верю. Ну, Симпл это единственный человек из Украины в плане про игроков, который ничего плохого не хочет сказать вообще. Ему как-то, ну, он даже говорил, что типа... Все в порядке, просто, типа, ну, не хочет ни с кем сраться, типа, люди не виноваты. Но, как говорится, когда товарищ один какой-то зайдет в одну команду, его захуесосят, и, наверное, из-за этого и никто и не хочет. По разным командам, как и с Российской Федерацией, также с Украиной. Никто не хочет в разные... Типа, ну, в российскую команду украинские игроки не пойдут, потому что начнется хейт какой-то. Так же самое, я уверен, что Симпл не пойдет. Также и Бит не пойдет. Пока это не закончится, все будут сидеть по своим командам, либо англоязычных и европейских. Ну,
Короче, как-то так. Я думаю, что это... Ничего не изменится такого сильно в ближайшем году. Oh, it was versus... I think it was versus 9. Yeah, Cloud9 versus 9. Anubis, map 3, overtime decider. Бит уже подтянул немножечко английский, но не так сильно, но да, коммуникация, он не хочет, он хочет играть на, как сказать, общаться на русское, ну, типа, хочет русскоязычную команду. Он не хочет общаться на английском. Это уже всем было понятно, ему некомфортно. Но все же он играет и будет дальше играть, потому что контракт еще у него 2 месяца. Это значит до конца мажора. Хейт будет... Не, ну это да, но типа дело в том, то, что Бит хотел бы, он бы хотел бы пойти в Cloud9, он бы хотел бы пойти в любую... Хотя я думаю, он только в Cloud9 больше мечтает, и хотел бы он, наверное, с моменси играть. Но в Cloud9 тут вопросы большие. Кто уйдет первый? Хоббит? Хоббит уже старичок, ему уже бы как бы, ну, пора уже. Ну, если вот сейчас бы Cloud9 забрали бы мажор, я, бля, буду Хоббиту вообще... Хоббит спокойно может на пенсию идти, вообще, знаешь, с распахнутой дверью. Аксель еще молодой, но не так сильно раскрывается. Взять игры... Аксель вам вообще попал в этом году? Вообще не попал же вроде в 20-ку, я так не помню. Да, он не попал. В этом году Акселя вообще не было. Алло. Да. Ну что у вас тут? Ничего, общение. Все хорошо. Обсуждаем бита, симпла. Понял. О, 4-1. Нормально. А кто пистолетку забрал? Клауда, конечно. Клауда? А, ну. Да, там на тоненьком. Я перебил тебя, да, Мазик? Говори, что там? Не, нормально, все нормально. Просто я считаю, что симпл все. Симпл с КС полностью уйдет, мне кажется. Я так посмотрел краем глаза насчет симпла, когда последний раз ФПЛ играл и вообще играл. Мне стало сразу понятно. Последняя игра у симпла была 23 или 26 декабря. Что ты мне это скажешь? Месяц без вообще, без одного захода. Ну, такого, ну, перерыва я еще от него не видел, так что это что-то значит. Возможно, он занимается вот своим делом, которое он озвучивал тогда на ХЛТВ, еще помнишь, он сказал. Но вообще я увидел, что он сказал, что он завершает карьеру, но это я не верю в это. Но, возможно, он такой будет. Так, Зум-Зумыч у нас тут работает, да, уже с АВП, неплохо. 2 в 3. Сьюш у нас красненький. Симпл бы хотел бы играть в старом составе, но так оно всегда бывает. Контакт. Перфекто, минус Сьюш. Ну, это бесплатный вантап. Да. Или здесь коронит. Насчет бита не знаю, но Симпл вроде давно говорил, что очень бы хотелось сыграть в старом составе. Не уйдет, он сам сказал, что к мажору в тайной смене топ-1 не отдаст его за его. Ну, посмотрим, будет видно. It doesn't really give him a chance to play if it all comes down to just, you know, 2 people getting kills in a row on different parts of maps. А значит, как минимум вернется в КС. Ну, все увидим, загадывать тоже не буду.
Так, от одного калаша хероики разыгрывают у нас. Тесса с калашом. Контактным стоят под Б сейчас. Перфекто нашивает смоки, пытается кого-то найти. Нашел, Нерца попал. Элик работает. Ой, как жестко переводится электроник. Минус 2 оформляет. Киксон с Сьюш разменивают. Никодос минус перфекта. Так, и Зум-Зумыч у нас остается с Акселем. 2 в 2 ситуация. Бомба будет ставиться. Ой, хорошая флешка. Работает Аксель. И нужно вдвоем... А, Бумыча убили? А когда Бумыча убили, что я не заметил? Но раунд берут тем временем неплохо. Да, не реализовал Тесса свой калаш, конечно. Cloud9 are up. Sounds like a cool place to live. The Clutch Matrix. Yeah, that's like a cyberpunk bar for sure. Очень жестко электроник здесь перевелся. И пауза. Взлетает. Раунд забрал. Клауда? I need an upgrade, you chew. Saw wants in. Did you play Cyberpunk 2077? No. No, none of that? Okay. I don't play big AAA titles except for Elden Ring. That's the biggest. I play any FromSoft games, but I have trouble with those other ones. Big heavy games. Big heavy. Okay, I play Breath of the Wild. I play Tears of the Kingdom. But well, no one's perfect. You're missing out. You're missing out. They're good. They're good. They're good. I tried Red Dead. Отобразишь именно экран только именно игры, а не с OBS. When Shush might try this again. Я так смогу сделать? Конечно. Fishing, man. He's good at this. He is good. He's a B player, right? So he understands how this works. He knows your weaknesses. Flash. Есть? Да. Boomich is at least able to cut down Kixan. Shush is really good at that. But I think we're going to need a little growth from Shush in the big Но опять же, scheme of победа не things, right? пахнет You guys героиком, going on если a почти pretty все stable, linear trajectory with heroic and важно Я не то, не вижу в этом составе будущего. Важно не то, что симпл говорил, а то, что он делает. Я с трудом верю, что он вернется, даже если и вернется, то он не будет в той прекрасной форме, как мы его знали. Ну, давайте не будем забывать, что все-таки это игрок, который получил больше MVP, чем любой другой игрок, да, как бы раньше. Он, если будет какая-то цель, у него прям цель, мне кажется, он еще покажет ту форму, сможет. Как бы кто к симплу не относился, я к нему отношусь так, нейтрально, но чисто как к игроку, я его уважаю, ну, это великий человек, который очень много чего сделал для этой игры, как бы, и по его демкам, по его хайлайтам все учились, все что-то узнавали, играли, и, ну, это было круто. Put the seed of doubt and made him hit the hard shot. And Nigdaz is a good combat opper. I think he's wants to try to hit. Надо понимать, что Simple это очень самоотверженный игрок, который готов играть по 100 часов в неделю, дабы наладить форму. Ну да, вот я про это говорю. Если он захочет, он очень быстро вернет ту форму, которая у него была. Даже лучше, может быть, с опытом своим. Why are you playing like you're disadvantaged in numbers when you have a really good setup otherwise? It was 4v4. It was 5v4 for a second. Oh no, it was 4v4. They traded those kills and then chilled for a second, but it's like
Ой, батя, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. просто врывается, бля. Жестко, Элик, жестко, очень жестко. Двоих на меде кладет. Размен был, но не в пользу хероиков, конечно. 3 в 4. Аксель лучше дальше не идти, да. Правильно, Киксан, бомбу туда ее, в принципе. Капитан вообще, ну, типа, я считаю, никчемный. Слишком молодой для капитана. Он всегда говорил, что я наберу формулу к Турику и набирал. Ну да, тут никаких как бы, ну, вопросов к нему нет. Херойк надо кикать никогда, что он там забыл, идет 2-7. Нет, ну там надо кикать по-хорошему Киксона и Никодоза, да, тут бесспорно. Так, бомбла. -1, есть контакт, еще информация по двоим имеется. Хоббит подтягивается на помощь. Прилетает ему молик. Бомба будет установлена. Ну и ретейк у нас 4 в 2. Смотрим, Сьюж. Прорывается КТ, контакт с перфекта. Поесть. Мансует. Перфекта его закружит. Перфекта его закружит. Сьюж хавает перфекта. Бумыч. Читает нерца в нычке. Хорошие минусы. И Сьюж 1 в 3 для него. Нет, бомба без варика. Бомба под него. Идет Он сейв будет. Это невозможно. Да, здесь сейв. Только если просто плечом дергать и вантап всем давать. Да. Но Сьюж такого еще не научился. НТ. Да, Серега пиздец. Они, слышь, они с Бумычем поменялись, мне он уже в чате писали. Бумыч, вон, смотри какой. Уже не так много сисек на стол. Так, и пауза от Херойка взлетает. And sometimes makes weird decisions. That's an inarguable fact. Yeah. Now there was a quote about him that he said that, like, you know, he wanted Ants to hopefully choke less. I think in an interview, but it was him and Senpais, I would say, that were the two main culprits for, Я бы на Никодоза не валил, но ты понимаешь, что они просто выкупили тройку разом. Не, ничего плохого я про Никодоза тоже не могу сказать, как бы, ну... То, что сейчас он не настреливает, ну... Здесь еще зависит, понимаете, как бы от того, как капитан строит, да, раунд и... Отдает ли он раскрыться тому или иному игроку. То есть, как бы, здесь Никодос играет больше на команду, и свои минуса он даст 100%. Как бы, ну, на него особо тоже гнать не надо, да, правильно. Здесь неважно, 2-7 ты настрелял, 2 килла, 1 килл, 0. Типа, очень важно, как капитан строит игру. План на раунд. Ну да, ты неплохо план на раунд строишь. Так, Бумыч, контакт у нас пода, промахивается, красный уходит. Так, ну и три игрока Cloud9 у нас под Б играют, Электроник, Перфекта и Хоббит. Бомба перетягивается по Т-спауну сейчас. Херойки хотят все-таки на Б заканчивать эту атаку потихоньку. Сьюж у нас контролит спину. Сейчас будет выход. 50 секунд до конца. Хоббит готов принимать кон. Ловит флешку. Киксон минус Хоббит. Легко. Дальше. Молик залетает под электроник. Электроник работает, делает минус. Ой, как жестко. Вместе с перфекто работают Тесс минус 2 в смоки. Вот это жестко. Бумыч очень красный, 2 в 2. Неужели будут сейвить? Нет, обходит с КТ. Устанавливается пачка.
Аксель видит тень, убивает Тесса, замечает. Хороший перевод, реакция. Сьюш 1-2. Минус Аксель. Информации по Бумычу пока нет, но он читает. Ну, Бумыч здесь ставит точку. Жестко. Ебать, развалил нахуй на стол, блядь. Я Что там, кстати? Жестко, жестко. Ответы есть? Да я еще ничего не делал, блядь, потом. А ты так еще не зашел туда? Цель была собрать быстро, собрать состав для конкурентоспособный, а не тащерский, так как выбор-то невелик был. Поскольку если состава вообще не будет, спонсоры свалят. А все в курсе, что у Хероиков проблемы со спонсорами были всегда. Жестко. Жестко Кирилл здесь точку ставит. Абай, слышишь там? Пиздец, блядь. Сразу видно казах. Получается, завтра Cloud9 Так, Бумыч видит тень. Ай-яй-яй, минус 85. Здесь Аксель у нас играет близко. Хорошая хаешка, Аксель минус 1. Разменивает Нердс. Так, ну и атака захлебывается тут же Хероик. Такую паузу сделали перед выходом. Стоят, разыгрывают от воды теперь. Ждут. Электроник. Вместе с Бумычем Электроник идет на информацию. Потихонечку. Минус Киксон. Тут же размен от Нердса. Бумыч опять же с авиком подключается у нас в мейне. Так, ну Хероик все равно далеко от Ани уходит, стоят. Бумыч откидывает смог. Отходит плент, слышит по звуку, что здесь как минимум 2 или 3 человек. Бумыч! Ебать, что он дал нахуй. Ебать! Заноси! Охуеть. Заноси, блядь! Чат, вы это видели? Красиво, красиво, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну тут аплодисменты просто. Это что за разнос? Это пиздец. Что за разнос? Боже мой. Как это жестко. Пиздец, это жестко. Ноускопач настоящий. Да он еще и дабл, блядь. 3 фрага ноузумом. Дабл и последнего ноузумом. Да, это красиво. Так, и Хероик у нас снова на последней бабке уже. Пода пытаются разрулить. Аксель красными двоих оставляет. Электроник на контакте. Прилетает ему флешка, пачка ставится. И Элик врывается с Бумычем, вместе делают по минусу. Есть информация, что типы в сайте. Хобби от минус 2, ну это разрыв. Это просто развалочка, блядь. Это развал кабин просто. Здесь Нердс остается последний, горит. Как же жестко. Ой-ой-ой. Закрыто, ребята. Просто хавают, блядь. Хобби, блядь. Довольный. Закрыто. Это было очень красиво. Ну что, 11-1 у нас, ребят. 11-1. Че, будет камбэк от Хероика или нет? Как считаете? А кто это такие? Кто такие Хероик, да? Кто это? Так, пока пауза, сейчас. Подождем второй половины. Ну, если Хероики зацепятся за пистолетку, там, считай, раз пистолетка, второй раунд за ними, третий, возможно, за ними. Там уже, и глядишь, недалеко камбэк. Но это только слова, я не знаю, как они на деле сейчас сыграют. Вот и зачем Cloud9 авики, если есть бумбола в натуре, вот по факту.
Ребят, пока пауза, не забывайте, что я стримлю на Твиче также. Ссылка у нас в чате, в закрепе висит, вон. Можете увидеть, если еще кто-то не фолловнулся. И на Ютубе, ну, очень редко, но если вы хотите, я буду здесь стримить чистые игры, будем смотреть, когда буду играть Cloud9. Я, в принципе, смогу запускать здесь стримы, и мы будем с вами вместе болеть за облачков. Так что буду рад вас там всех в чате видеть. А мы пока ждем вторую половину. Что, Мазик, твой предикшн? Но это... С каким счетом закончится Анубис? Давай, так скажу. Максимум 3-й раунд возьмут. Сколько? 3 раунда они максимум возьмут. 13-6. Не, не будет столько. Ну, я говорю 13-6. 13-3 максимум. Какой на первой карте счет? 13-4. Или 13-5? 13-5, по-моему. Да, 13-5 в пользу Cloud9. Ну, здесь будет, наверное, 13-6. Я думаю, просто если пистолетку возьмут, то пойдет дело. Снайпер должен попадать 9 из 10. Ну, блядь, сейчас в лавике не 10 патрон, к сожалению. Это да, это да. Да, ребят, не забывайте здесь тоже лайки прожимать, а то вон нас смотрит 18 человек, лайков 8, что-то как-то даже это обидненько. Давайте за хорошую атмосферу, за клаудов, палец вверх. Хотя бы, если не за меня, но за клаудов хотя бы прожмите чисто. Просунули без маски. Да там вообще в легкую, там просто в кабину, в нулину размотали. Но поначалу сначала было, ну, не все хорошо у Cloud9. Потом они собрались и жестко свои раунды набрали. Очень жестко. Смотри, я думаю, либо 13-1, либо 13-6. Ну, сейчас посмотрим. Там сейчас уже стартует у нас пистолетка. Потихоньку включая вам обратно. Я знаю, что... Ну, хотя, ладно, не буду ничего говорить. Ой, электроник крутит бомбу, как любит у нас. Азистроник. Так, 11-1, поехали. Пистолетка, вторая половина, Анубис. Вторая карта, пик клаудов. Смотрим. Зацепится ли Heroic за пистолетку? Если зацепится, то будет шанс вернуться немножко в игру, попытаться свои раунды откомбэчить. А вы пока чат, тем временем облака в чат херачите, заспамьте. Элик хоронит двоих на миде, причем вообще не напрягаясь. Уже -2. Не торопится пока Клауда куда-то выходить. Бумыч перетягивается у нас вместе с Хоббитом под А. Там Макси. Знаешь, слышишь, я бы прикол бы, если бы Элик бомбу скинул бы на воду. Это был бы просто... Это был бы жесть. Тот бы подумал, что тот спрыгнул бы. И потихонечку Клауда раскидывают точку. Избавит смог, молик. Элик третьего хоронит на миде. 2 в 5 ситуация, но это... Пистолетка уходит Клаудам, скорее всего. Сюш. Падает Тессес, Элик делает -4. Вот вам и электроник. Эйс. Эйс от Дениса Шарипова. Вообще не почувствовал электроник. 12-1. I mean, realistically, if you think about the bigger picture for Heroic, ideally, you come to Blast, you get some reps on land specifically, going into the RMR, where what you have to do is qualify for the major. That's the big goal of all of this. Yeah, maybe you go down to the showdown. You won't be the only team there. You won't be the only team to lose at groups, go to the showdown. 12-1, Диглы, 5-7, Скаут. У Heroic все очень печально. Ну что, походу это ГГ, друзья. Я так думаю. И Клауда пода у нас пытаются разыграть. Так, идет выход.
Бумыч минус Сюж. Падает Киксон, Электроник как по-царски здесь разбирается. Тесса Смоки пытается нашить. Минус 2 при этом. 3 в 3 ситуация. Так, ставится пачка. Залетает смог в мид. Ну все, здесь сейчас... Да-да, нет-нет для хероиков. Готовится флешка, на врыв. Хоббит ее ловит. Фуллблайнде убивает Тессеса. Красный Нерс пытается здесь что-то сделать. Подкидывает смог под себя. Никодос со скаутом. Минус Хоббит. Бумыч на размене. И последний Никодос у нас остается. Также его минусует перфект. Ну, даже как-то слишком легко, бля, было. ГГ. 2-0 по картам. 13-1. Жестко, очень жестко. Похлопаем Cloud9, молодцы. Красавцы. Хорошая игра. Да. Это было сильно. Before Anubis, when we spoke about how, you know, ENCE was one of the best teams on Anubis. They have nerds on heroic, Source sorted. Orcs for me for saying all of that, because apparently they did not have it all together. Не, я думал на Анубисе, ну, херойки что-то покажут тоже интересное, но что-то как-то вообще они прям потерялись на этой карте. ГГ. Да, ГГ получается. That word that you mentioned there, confidence. This is the thing. Cloud9 looked confident, and the more they did, the more confidence that obviously was. Ну, хайлайт от Бумыча, конечно, залетел красивый. Просто троих ноускопом положил по дан, это очень жестко было. I mean, they spoke about they had a rough boot camp up coming up to this event. They really wanted to push their boundaries. They played up to 12 hours a day. I heard from Bumich. He also said after practice they started playing games, and I think that means a lot in a team. It says a lot about what they're coming into with the season. I hate hating on heroic, but this покажу вам. Электроник 21, киллов настрелял, Аксель 10, Бумыч 15. Ровненько. Что, ребят, могу сказать? Спасибо, что были на этом стриме со мной. Всех благодарю, кто был в чате, кто болел вместе с нами за Cloud9. Андрей, что-то скажешь? Он вообще здесь? Андрюша, ты здесь? Все, Андрюша улетел в мут. Я понял. В общем, ребят, спасибо, что были на этом стриме. Не забывайте, я стримлю на Твиче в основном. Вот, там я и КС-ку стримлю, ну, разные игры. Там по-разному бывает. Вот, не забывайте туда подписываться. То сейчас сразу новые клички полетят. Снайперыч, ноускопыч и т.д. Ну да, да. Но ноузумыч. Хотя ноузумыч уже был, в принципе, давно уже. Сяб за трансу. Вам спасибо, что были на трансляции. Я даже не ожидал, что на самом деле так много человек зайдет. Всем хорошего вечера. Буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на Twitch. Вот, там я буду рад вас видеть. Все, ребят, всем ББ. Всем пока.